Всем привет! Меня зовут Настя, и этот YouTube-канал всегда был частью моей жизни. Я очень много лет снимала на этот YouTube-канал, чтобы делиться радостью, делиться своими эмоциями, делиться каждым своим переживанием, делиться своей Германией, о том, как я жила в другой стране, о том, как я путешествовала, как я видела мир, показывала вам свою жизнь, свой быт. И сегодня во-первых, я говорю на русском, хотя последнее время я перешла на украинский язык. Я 21 год говорю на русском, и сегодня я хочу рассказать вам о том, что в моей стране идет война. Я не плакала давно. Сегодня 22-й день, как в моей стране идет война. Это видео не будет слезное, возможно, возможно, нет. Я хочу рассказать о том, что, возможно, вы, люди, которые смотрите меня из разных стран, из Казахстана, с России, с Беларуси, вы не знаете, а может и знаете, но не верите. Возможно, вы считаете, что нас, правда, здесь русскоязычных притесняют, и нас вообще тут все бандеровцы и нацисты. Повторюсь, я 21 год говорю на русском, и на украинский я пришла только 2 месяца назад, к своему стыду. Я всегда была человеком, который разделял политику и, например, творчество, но сейчас это сложно. Когда ты видишь, как бомбят города, в которых ты был, в которых ты еще не был. Вопрос, где я была эти 8 лет, мне было больно. В 2013 году случился Майдан, про который вам говорят, что там все наркоманы, фашисты, бандеровцы. В 2013 году мне было 13 лет. Я была в 8 или в 9 классе, наверное, в 8. И я ходила на Майдан. Да, в 13 лет я ходила на Майдан. И я понимала, зачем это все. Я понимала, что мою страну пытаются сломать. И тогда в 13 лет у меня появилась своя политическая и гражданская позиция. В 2014 году уже продолжался Майдан. В 2014 году мой папа был волонтером на Майдане. Он был медиком Красного Креста и спасал людей. Он спасал не только протестантов, активистов, которые были на Майдане. Он спасал и беркутов, тех, которые били палками женщин, тех, которые били палками детей, бабушек. Потому что Красный Крест — это нейтральная организация, которая помогает всем. Я просыпалась и думала, а жив ли мой папа? 18-20 февраля 2014 года я запомнила на всю жизнь. Потому что 18 февраля 2014 года начались расстрелы на Майдане. 18 числа папа был там, и 19 он сказал, что Настя, наверное, сегодня лучше не идти в школу для твоей безопасности. Я не пошла. 19 числа было затишье. Поэтому мы решили, что, наверное, это все. Люди уже умирали на Майдане. И 20-го я пошла в школу. На тот момент, повторюсь, мне было 13 лет. И 20 февраля всех школьников Киева не выпускали без родителей. Моя бабушка застряла на правом берегу. Я жила на левом берегу, моя бабушка застряла на правом берегу Киева. На тот момент весь общественный транспорт закрыли для безопасности. В том числе и метро, в котором, кстати, перевозили беркутов, полицию, на тот момент милицию, которая избивала людей и убивала их. 20 февраля мой папа был там, и 20 февраля ранили нашего очень близкого друга, которого я считаю своим крестным, который всегда в детстве шутил надо мной, и, слава богу, с ним все хорошо, он жив, но моя мама
поехала в больницу, чтобы проверить, как его состояние. А бабушка осталась в центре, поэтому забрать меня, маленькую 13-летнюю девочку, было некому. Меня забрали друзья-подруги, и мы вместе поехали домой. Перед этим мы зашли скупиться продуктами. И люди думали, что все, пришла война. Но война началась чуть позже, когда в 2014 году у нас забрали Крым. Я, к своему стыду, в Крым ездила не так часто, но я помню «Ласточкино гнездо», я помню «Бочку смерти», я помню Севастополь, я помню Бахчисарай, который я безумно любила, потому что там живут крымские татары, которые безумно открыты и всегда были счастливы гостям. Дальше началась война. У нас забрали Донецк, Луганск, в котором я так и не была, ни в одном, ни в другом. Но папа всегда говорил, что в Донецке очень круто. Напоминаю, мне уже было 14 лет, и все это время все мои друзья, все мои знакомые, мы максимально делали все, что могли, чтобы поддерживать детей из Донбасса. Мы отправляли игрушки, мы писали письма военным, чтобы они возвращались живыми. Мы боролись за свою территорию. И все, что вы видите о том, что мы бомбили Донбасс, зачем нам бомбить своих людей? Таких же русскоязычных, как и Киев, Харьков, Мариуполь. Тогда наша жизнь поделилась на до и после для тех, кто, правда, понимал, что происходит. Я всегда хотела побывать в Питере, но я никогда туда не ездила, потому что эта страна была для меня агрессором. Да, я слушала русскую музыку, ходила на концерты русскоязычных исполнителей, потому что я свято верила в то, что музыка вне политики, и что люди, они же не могут поддерживать это все. Они просто живут в такой стране, они заложники ситуации. Но 24 февраля 2022 года я проснулась от слов мамы: «Настя, вставай, началась война». Кажется, что такое невозможно, правда? Но это возможно. Я просыпаюсь и понимаю, что все новости, они кишат информацией о том, что города начали бомбить. Что почти в каждом городе Украины что-то прилетело. Про то, что на нас летит с Крыма, который наша территория, наш Крым. Что на нас летит с России. У меня время менялось. То есть я не помню, я не знаю, какое сегодня число. Я знаю только, что сегодня 22-й день войны. Я не знаю, какой день недели. Я провела в Киеве первую неделю войны. И сначала мы бегали в убежище. С 24 этажа пешком, с 4 котами в переносках и с одним рюкзаком, в котором сложена вся твоя жизнь. Паспорт, деньги, документы на квартиру, которые, возможно, и не будет когда-то, если эта война не остановится. С документами на машины. А ты не знаешь, стоят они еще или нет. Это не важно. Важно то, что с 24 числа умирают люди. Город Харьков и Мариуполь — это абсолютно русскоязычные города. Как и, наверное, 70% населения Киева русскоязычные. Но каждый день у нас воздушные тревоги. Это страшно. Потом мы начали спать в коридоре, потому что поняли, что, во-первых, мы все заболели в убежище, потому что там холодно. Во-вторых, поняли, что правило 2 несущих стен
работает лучше, чем кирпичное бомбоубежище, которое, скорее всего, завалится, если что-то прилетит в дом. Я не хочу говорить о том, что там как всем тяжело, потому что тю-тю-фу в Киеве пока что, на тот момент, когда я уезжала из Киева, было спокойно. Но есть Харьков и Мариуполь, которые уничтожают, которые бомбят просто как последние твари. Но я хочу рассказать все-таки больше свою историю, поэтому каждый день, первые 3 дня я не спала и не ела, потому что я настолько нервничала, я не понимала, сколько это все затянется. Даже подумать не могла, что сейчас будет 22-й день, а война все еще не закончилась. С 24 на 25 число я не могла заснуть, потому что очень сильно переживала вообще за все. И проснулась от того, что я услышала, как летят истребители. Сначала один, потом второй, я навсегда это запомню. Один, потом второй. Это ужасный звук, когда ты чувствуешь, что приближается что-то страшное. И после того, как пролетел второй истребитель, я подбежала к окну и увидела оранжевое небо. Огромный взрыв, после которого мне стало страшно. Первый раз мне стало, правда, страшно, потому что это было очень рядом. Я живу в спальном районе Киева, в котором школы, садики, поликлиники, станция скорой помощи, частный сектор, в котором нет абсолютно никакого военного объекта и никаких складов НАТО, которых вообще не существует в Украине. Я собрала всех своих кошек в переноску. Мне было все равно, пусть они мне расцарапают руки, ноги. Мы в ответе с тех, кого приручили. И мы побежали с хранилища, бомбоубежище. Я не буду рассказывать про семью, но суть в том, что 1 марта после постоянных воздушных тревог, беготни в коридор, вздрагивания от каждой прилетевшей птицы в небе, от боязни, что это сейчас будет уже не какой-то дом в 5 километрах, а твой. Моя мама настояла на том, чтобы я уехала. Она осталась в Киеве. 1 марта я уехала с ее друзьями в маленькой 5-местной машине. Нас ехало 6 человек, и всю дорогу я сидела на полу в ногах. Это мелочи, но это просто моя история. Я уехала, и каждый день ты просыпаешься и думаешь, а что с мамой? А что с бабушкой? Что с бабушкой, с дедушкой, которые живут на другом берегу Киева, которых ты не видел и так до войны, потому что они болели, и ты боялся сделать еще хуже. Что с бабушкой, у которой проблемы со здоровьем? Что, опять же, с бабушкой и дедушкой, у которых тоже проблемы со здоровьем? Каждая новость с подписью «Киев» — это удар по сердцу. Абсолютный удар по сердцу, потому что ты молишься, чтобы это был не твой дом и не дом твоих друзей, родственников. Я не буду говорить о том, что я кого-то ненавижу, это и так понятно. Я ненавижу за то, что я не могу видеть своих родных. Потому что мама не хочет уезжать и бросать бабушку. Я сама не хочу уезжать со своей страны. Я не еду в Европу, я остаюсь в безопасном месте. По понятным причинам я его не говорю. Но в безопасном месте мне становится легче. Каждое утро начинается с фразы «Как ты?». У вас тихо? Вам было слышно взрывы? Где вы сегодня спали? Вы уверены, что там безопасно? Я не хочу говорить о том, что вам не понять, потому что вам правда не понять. Я очень хочу верить в то,
что это скоро все закончится. И вернусь в Киев. На месте будет стоять мой дом. Мой альбом с фотками. Потому что с собой у меня 3 полароида, как воспоминания о прошлой жизни. И все, что остается, это просто сидеть и ждать. И последнее, что я хочу добавить, это о том, что эту войну начинала не Украина. Ее начала Россия. Россия уничтожает мою страну под эгидой помощи и спасения народа. Нас не надо спасать. Мы прекрасно жили без вас и будем жить без вас. А вы продолжаете верить в то, что нас кто-то спасает. Бомбя при этом роддома, детские садики, школы, больницы. Людей хоронят во дворах своих домов. Людей хоронят на улицах. Людей хоронят в братских могилах. Потому что в военное время нет возможности похоронить людей как положено. Я не знаю, сколько людей пропало без вести. Но я знаю то, что украинцев пытаются уничтожить. Но наш народ не сломать. Наш народ единый и непобедимый. Как бы это пафосно ни звучало. Но украинцы выстоят, потому что с нами правда. С нами весь мир. И слава Украине.